Они ездят. Кто? Ворота. Как мы его назовем? Ох, зашел. Апельсиновый дом мы его назовем, да? Хочу сегодня представить чудный дом. Называется «Апельсин». Пойдем, покажу. Большой навес, въездная группа рассчитана на 4 машиноместа. Есть еще парковочное место у забора, поскольку участок у нас тупиковый. Находимся мы в поселке закрытого типа, охраняемом. Есть своя инфраструктура рядом, частный детский сад, школьный автобус ходит от поселка, это большой плюс, и все это отмечают. Подведены все коммуникации, это магистральный газ и электричество. Хочу отметить большую террасу. Она не просто так здесь появилась. Это большая зона отдыха. Ее используют, зонируют, ставят детские качельки разные, то есть зоны отдыха делают. В теплое время года здесь отлично можно проводить время. Отмечу здесь переход, когда мы спокойно, да, выйдя из машины, можем под навесом пройти ко входу, и при этом никакой грязи, соответственно, нигде не будет, сухо, чисто, всегда комфортно в любое время года, в любую погоду. Да? Побежали дальше. Здесь входная группа, можно сесть, раздеться. Большие гардеробные, вместительные, есть место для хранения наверху. Влево-право у нас спальни разделены, и это не может не радовать, потому что родительская спальня может находиться отдельно. Напомню, в доме 4 спальни, есть восточная и западная террасы. Спальни удалены друг от друга, 2 находятся в левом крыле, 2 находятся в правом крыле. Позиционируются они как комнаты без определенного назначения, каждая из них автономная с выходом на улицу. Комната используется по-разному. Мастер-спальня, она имеет свое назначение, это родительская комната. Остальные 3 комнаты можно использовать по своему усмотрению. Это могут быть кабинеты, это могут быть мастерские, это могут быть гардеробные, спортивные залы и так далее. Здесь площадь достаточно большая, 13,2 метра у каждой комнаты, что позволяет разместить в ней в целом все задуманное. Посмотрим мастер-спальню. Здесь есть такая история, которая занимает всю стену и не может не порадовать нас, женщин. Очень большая гардеробная высотой 3,2 метра, очень много полочек, шкафчиков, зон для хранения. Дополнительно шкафы не требуется гардеробные делать, потому что здесь в целом все можно уместить. Есть еще возможность зашить до конца и еще там зону для хранения дополнительно высотой 4 метра сделать гардеробную. Я думаю, тут все вещи наши поместятся. В мастер-спальне есть комната своя с большой ванной. Здесь ванна 1,8 метра. Специально выполнен высоко душ для того, чтобы всем комфортно было, независимо от того, ниже, выше ростом. Да? И не все любят принимать ванну, поэтому душевая как альтернатива всегда есть. Идем дальше. 3 таких комнаты закрывают потребность большой семьи. Напомню, у нас 4 спальни, соответственно, позиционируются по проекту, либо это просто 3 комнаты и мастер-спальня к ним. Здесь можно спокойно выйти отдельно из каждой комнаты на улицу. Здесь у нас восточная терраса, солнышко встает. Встречаем мы восход в зоне спален, провожаем мы закат в зоне кухни-гостиной. Такая основная комната, в которой живет вся семья, это кухня-гостиная. Здесь у нас в центре расположен камин с чугунной топкой, натуральный, и дровница выполнена, кована специально по проекту. В коньке высота 4 метра. Камин у нас прилегает в данном проекте к стене, и вокруг него обычно в таких домах собираются вечером семьи, разводят костер. У кого есть животные, тоже с удовольствием любят находиться рядом все в одном месте. Кухня готова, хозяйки оценят. Здесь у нас сразу встроена
холодильник, микроволновка сенсорная, духовой шкаф. Вот такая вот история, в которой я люблю обычно играть. И посудомоечная машина на 12 персон. В целом потребность 4-5 человек данная комплектация закрывает. Расширенная столешница. Здесь мы максимально ее сделали глубокой. Удобно. Здесь у нас и питьевая вода, кран двойного назначения, и вода просто для пользования. Такая штучка есть. Оп. И появилась. Здесь вытяжка, она скрытая. И подсветка. Попользовались и спрятали. Ничего нигде не мешает. Все продумано. Пойдемте дальше. Такая европейская история, я бы сказала. Да? Здесь кладовая. Всегда очень много вещей, которые нужно хранить, и не обязательно их располагать по всей кухне. Здесь можно, тоже высота у нас где-то 2,3 метра, то есть полностью установить полки, которые вам нравятся, и разместить в том числе и посуду, и какие-то продукты, и, может, еще какие-то вещи, которые у вас есть. На входе у нас такая же есть кладовая. Здесь место либо для хранения инвентаря, либо для хранения обуви. То есть в целом там тоже высота такая же и помещение такого же размера. Есть скрытые ниши, в которых можно разместить полки, либо здесь цветы красивые оставить. То есть это на фантазию оставили, потому что в любом случае вы уют для себя создадите сами. Здесь у нас комната позиционируется как гостевой санузел. Есть душевая, ведро и сауна, место, где можно отдохнуть. В целом рассчитано на 4 человека, установлена финская печка Харви, разогревается за 2 часа. 8 киловатт достаточно для того, чтобы всем согреться. Как я и говорила, 2 спальни у нас в зоне камина находятся и 2 у нас удалены. Соответственно, это дает нам возможность зонирование провести. Идемте дальше. Финишная комната в данном доме, она тоже разделена. Это котельная постирочная. То есть здесь у нас уже включена идет у нас в комплекте стиральная машинка Bosch. Есть место для сушилки при необходимости, можно установить. Коммуникации все подведены. Отопление у нас теплыми водяными полами отапливается весь дом. И вода горячая тоже нагревается от газового котла, он двухконтурный. Поэтому, скажем так, минимальные затраты на содержание данного дома вам обеспечены. В зиму не более 6 тысяч рублей. Это однокомнатная квартира, даже, наверное, студия на сегодня. Плюс крайней комнаты, здесь можно организовать кабинет. Поскольку остальные находятся в удаленности, здесь можно спокойно работать, выходить на террасу, поставить себе, сейчас в летнее время уже тепло, стул, да, отдохнуть, то есть сделать перерыв. Очень многие сейчас работают удаленно и в целом ищут дома, в которых есть такая возможность работать дома. Здесь она есть. Давайте пройдем еще по восточной террасе и замкнем круг. Восточная терраса тоже широкая, тоже позволяет нам разместиться здесь, встречать утром солнышко, пить кофе и наслаждаться жизнью. Такой замечательный оранжевый домик ждет своего хозяина. Приезжайте.